большинстве традиционных ритм-игр основной игровой механикой является отбивание ритма на кнопках или поверхности, в такой игре как Тайка. Значительное отличие Осо — это введение АИМа составляющей. Сложное искусство проводить различные визуальные фигуры стало одной из причин массового успеха мода. Сложность карт в Осу определяется не только скоростью музыкального трека и плотностью элементов, но и геометрическим расстоянием между элементами в паттернах. Осу стала первой игрой, которая открыла новое измерение для маппинга, в котором можно подчеркивать звук спейсингом. Это стало идентичностью Осу, а АИМ — основным скиллом в игре. Я думаю, что вы все знаете лучших АИМа игроков в Осу. Вы видели невероятные плеи на Galaxy Collapse, Full Moon Night, а также на такой карте, как It's Raining Man. Джампы всегда потрясали игроков различного уровня. Для того, чтобы научиться АИМить джампы, надо развивать читалку, мышечную память, найти удобный хват, область или чувствительность и развивать точность моторики. Попадать в джампы выглядит действительно зрелищно, и многие игроки ставят перед собой целью АИМить максимум звезд. В ход идут планшеты, хваты, настройки своего майндсета, монитор, практика тренировочных карт. Кто-то даже преуспевает в этом навыке. Но о чем вы можете подумать, когда увидите вот такой вот плей? Знаю, вы думаете о том, что его девушка очень довольна, но сейчас не об этом. АИМ включает в себя комплексные процессы: увидел ноту, рассчитал расстояние до нее, провел рукой после предыдущей ноты, еще и нажать вовремя надо. Но нажимать две кнопки в стабильном ритме вроде бы не трудно. Для этого даже Осу не нужна, как и клавиатура. Включай трек и стукай под ритм. В Осу, однако, эти стримы все еще проводить надо. И достигнуть высшего мастерства игры High BPM стримов смогли лишь единицы. Члены комьюнити до сих пор спорят, является ли скорость генетическим навыком, с которым нужно родиться, или же научиться стримить 300 BPM можно упорными тренировками. Так называемые спид-игроки большую часть истории в Осу занимали маленькую нишу и были в тени АИМа игроков. Но благодаря развитию своего мастерства до небывалых высот и ребалансу ПП-системы, они начали подниматься в ранках и глазах сообщества. Сегодня мы хотим вам рассказать о том, как зарождалось соревнование скорости Осу, как оно стало актуальным и кто прокладывал дорогу новому поколению игроков огнем своего сердца.
Как вы думаете, как выглядел один из первых жимоскоров в игре? Наверное, так. Или же так. Это так, но не совсем. На самом деле, первые жимоскоры в игре были вот такие. А все потому, что до 2011 года DT не был особо популярным модом, как и само понятие скорости. Карты были линейные, AR низкий, а треки в основном из Ника Долга, iOSIS и Toho Project. Испытаниями скорости тогда являлись 200 BPM Death-стримы на некоторых мемных картах, на которых выделялись White Wolf и Shogun. Но первый зафиксированный скор, получивший звание High BPM, датируется 2011 годом. И поставлен он был таким игроком, как Ника. В 2012 году началась эра Кукизи, который ломал границы во всех аспектах игры, и скорость не была исключением. Ему легко удавались дестримы и сложные карты в даблтайме. К выделяющимся плеям того времени можно отнести Urbos Infinity с хиденом и даблтаймом на 98 аккураси, Lagerand Blue с хиденом и даблтаймом, Mad Score с хиденом и хардроком на 99 аккураси и единственная сотка на Freedom Dive. Но Кукизи не был единственным спидплеером того времени. Его наследие также подхватили и другие топ-игроки, среди которых был Руручи, Рейму, Dragon Human, ныне известный как Сайонара Бай, и легенда старой корейской мафии Сасакуре. В этой эре спидплееры пробили планку в стриминге 250 BPM. Однако был еще один игрок, который особенно сосредоточился на развитии чистой скорости жима, невзирая на точность. Его звали Best Joker. Он поставил чолк на Оджамаджо де Бан в июне 2013 года с 75% точности. У него также есть чолк на Ivion и D-Rank DTFC на Madness. Эпоха этих спидплееров закончилась в 2013 году из-за того, что лучшие топ-плееры таинственным образом отлетели в бан, такие как Кукизи, Нико и Реймо. Одним из спид-игроков в России тогда являлся известный игрок с большим количеством плей-каунта. Это всем известный Крим. Новый толчок развития скорости произошел в 2014 году, когда Кунан фкшнул DMC с даблтаймом на 91 аккураси, создав исторический клип. Oh, that's FC! Кунан обладал хорошей скоростью, а главное достаточной читалкой для уверенной игры AR-10.3. Кто-то даже подозревал его в читах, но он стримил большинство своих скоров. Он вдохновил многих игроков, пытаясь ставить мод Double Time на самые быстрые стрим-карты того времени. Точность, однако, не была приоритетом. Именно в 2014 году в ВОС увели PPV2, которая дала дополнительную мотивацию ставить скоры на сложных картах и модах. В этой схватке отличились такие игроки, как Дастис, Doomsday, Jesus, Кукиния, Пичте, Хенри, Фирмамент, Пупу, Лантана. В этой эре игроки дошли до планки 270 BPM. В условиях отсутствия фармовых 1-2 карт, многие топ-плееры того времени были в какой-то степени спид-игроками. В 2015 году было поставлено несколько исторических скоров, которые не выглядят чем-то невероятным сейчас, но тогда это были первопроходцы. К примеру, первый S-ранг на Image Material от Руручи, который смог поставить этот скор в мульти и удивить многих. Wow. He does it! Oh my god! He full combos that. He full comboed it! Holy! We could be witnessing This is it! nuts! Like legitimately, he in this match because Wobble Wolf got 10 million in this match. He beat Of all Wobble time. top score by 30 million points. That was
absolutely insane. Или же первый опас от Doomsday на таймфризе. Чуть позже Рафис поднимается на вершину, тоже развивая скорость в даблтайме, постигая DMC и Гимми-Гимми. Также в этом году появился игрок, который вывел скорость и точность High BPM стримов в ОСУ на новый уровень. Это Гейс. Впервые в ОСУ появился жимер, который на голову был выше всех своих конкурентов. В феврале 2015-го он ворвался с Hidden Hard Rock ФК на Forgotten от Грумда, на которой в то время было лишь несколько ноумод FC. Имея достаточно низкий плейкаунт, он встретил невероятный масштаб вичхантинга в свою сторону от многих своих коллег и Reddit. Он продолжал ставить невероятные скоры на стамину. Градус подозрений подутих лишь после лайфплея на DMC, который он сыграл с даблтаймом на SS. Гейс поставил множество High BPM даблтайм скоров с высокой точностью на картах Валиста, Энкон Нокотавари, DMC, Snow, Storm, Эйфория, а также менее известные скоры на Finger Control картах, таких как Double-Time FC на Альбидо. Гейс не просто вжимал высокий BPM, но делал это с высокой точностью, благодаря своему фингер-контролю. Именно он показал, что можно быть спид-игроком и прорывать границы допустимого BPM, не жертвуя при этом точностью. Большую роль в этом, конечно, сыграла его бесконечная стамина, которая позволяла не терять точность даже на дес-стримах. Он поднял планку стриминга до 280 BPM. Начав 5 лет назад, Гейс до сих пор является одним из самых сильных спид-игроков в игре, и до сих пор единицы могут сравниться с ним по точности и стамине High BPM стримов. К этому времени, помимо старых карт в даблтайме, уровни сложности для спид-игроков стали пополняться беспощадными картами от Мазерина, такие как Deceit, Prometei King, Apparition. Первый пас после ранка на Apparition оформил наш всеми известный друг Талала. Ближе всего к ФК на данный момент подобрались англичане, это Карфи и Бабблмен. Оба сильные универсальные игроки. В Англии есть несколько почетных спид-игроков. Отдельно стоит упомянуть Бахамета и его ранг А на The Unforgiving с даблтаймом 5 лет назад. Это жесткая ДТ-карта с R8, которая в пике имеет 300 BPM, и в ней есть солидный такой стримак. Моё Яндера также неплохо играет и первым смог фкшнуть с даблтаймом Fallen Angel. Но давайте вернемся с вами к хронологии. В конце 2015 года Кукизи вышел из бана и сходу показал свою стабильность. Еще лучше, чем до бана. Он смог сыграть Goodbye с Хиденом на 96 аккураси. Это непростая карта с кучей лонг-стримов в 258 BPM. Также он сделал ФК на таймфризе и Image Material. Хоть это и не запредельный BPM эпохи,
Но ФК на этих картах требует не только стамины и скорости, но и невероятной стабильности. Из-за проблем с рукой Кукизи не поднялся выше этой планки BPM. Но перед уходом в закат он поставил много уникальных даблтайм скоров. Один из них это Made of Fire, а также почти смог ФКшнуть Time Freeze с Хиденом и Хардроком. Одним из игроков, кто начал ставить невероятные скоры с Хиденом и даблтаймом на старых жимерских картах, на которых, как многие думали, невозможно сделать ФК, был Арнольд. Первым его по-настоящему крутым скором можно считать скор на карте Теовид, на которой есть стримы в 290 BPM, где он обогнал ФК Кукизи по аккураси на целых 3%. И на 2017 год это было очень сильно. Одним из главных преимуществ Арнольда перед другими жимерами является его невероятная читалка практически любого аппроуч-рейта и очень хорошее чтение Хидена. Тем самым он может вжимать 300 BPM как в VR7, так и в VR 10.3. Ему абсолютно без разницы, чем большее количество жимеров похвастаться не могут. В 2018-2020 годах он поставил кучу очень сложных жимерских скоров, где он делал либо первые ФК, либо обгонял таких легендарных жимеров, как 12, Кукизи или Гейза. Также он очень часто любит соревноваться в аккураси с нашим русским игроком, а именно Red Pixel. И зачастую на многих старых картах их можно увидеть на первом или втором месте. Также упоминания стоит и 12, талантливый спид-игрок, который стал вдохновением для многих, но, к сожалению, из-за плохого аима не смог выйти в топы. Он смог паснуть в 90 аккурасе карту OVV Flat в 2017 году. И на то время это был очень сильный скор. А также он сделал офигенный трай на гамме. Еще один игрок, который круто жал и был очень подозрителен, это Септин. В свое время он поставил много крутых high BPM скоров и пасов. Вот некоторые из них. Но не все современные игроки используют клавиатуру на пределе своих возможностей. Некоторые игроки развили навык альтернейта клавиатуры и планшета. К примеру, такой игрок, как Доки. Он достиг высокой скорости, играя Tab плюс X. Один из знаменитых олдовых игроков, популяризировавших этот метод, стал Oxycodon, который вошел в топ-50 в 2014 году и поставил несколько спидскоров, опережающих свое время. К примеру, скор в даблтайме на карте Тамаюра. Есть мнение, что Tab X упрощает игру, потому что достаточно разными руками синглить 300 BPM. Но лично мне трудно представить требования к контролю правой руки, чтобы тапать 300 BPM стрим и еще ввести по быстрым спейсам. Попробуйте поводить паттерны на этом скоре от Доки. В принципе, игроки этой эпохи комфортно чувствовали себя и на 270 BPM, и на 280, да, даже на 290, но 300 BPM все еще было недостижимой отметкой. Казалось бы, что Гейз и его последователи показали нам все, что мы могли увидеть в контексте скорости ВОСу.
Но новое потрясение ждало комьюнити в 2018 году. Корейский игрок Zestony появился из ниоткуда и впервые смог стабильно стримить 300 BPM в ритм. Такого еще не делал никто. Можно назвать его корейским Гейзом. Благодаря лайфплеям он не сильно пострадал из-за подозрений, зато подарил нам много крутых скоров, особенно пасов. Есть еще один игрок, который вызвался пробить отметку в 300 BPM. Это Infamous. Благодаря быстрому аиму и прожатию он смог быстро ворваться в топ-100. Его скор на Gay Power долго никто не мог повторить. Infamous много соревновался с Гейзом на картах Мазрина и в других High BPM испытаниях. В какой-то момент у американцев даже были одинаковые аватарки. В начале 2019 года Peppy одобрил ряд изменений для ПП-системы, авторства Zixara, Винксиса и других, ключевым из которых стал баф бонуса ПП за скорость на стримах выше 200 BPM. Это подняло интерес к спид-игрокам. Отныне фарм High BPM стримов стал не только нишевым хобби, но и стал конкурировать на мировом лидерборде. Некоторые древние карты, которые вообще не давали ПП, получили хоть какую-то материальную ценность, хоть и все равно несопоставимую с их общей сложностью. Но как и для другого аспекта ПП, для High BPM тоже нашли способ его обузить. Множество карт на трек Hidamari no Uta эксплуатируют стакнутыми стримами в 300 BPM, которые можно спамить, чтобы игра засчитала ПП за ультрабыстрый сложный плей. Именно эта карта популяризировала идею даблтапа. Потому что, несмотря на низкую АКУ, она дает возможность средним игрокам получить ачивку на 8 стар ФК и зафармить ПП, просто даблтапая двумя пальцами, рандомно со всей дури по клавиатуре. Поиски новых способов игры даже дошли до трипл-тапа. Видео об этом есть на моем канале. Джампы все еще остаются основным игровым навыком в игре, но материальное ПП поощрение спид плейстайла привело к появлению настоящих специалистов уже к концу года. Недолго Корея оставалась лидером скорости. В 2019 году в чат вошел канадец Кселтол, ныне известный как Мирами, который также показывал стабильный жим в 300 BPM. В принципе, жать 300 BPM в ритм могут многие топы других неаимных режимов игры, как Тайка или Мания. Но именно Мирами может совместить свою скорость с умением аимить те самые невероятно быстрые стримы. И все это с ультра низким unstable рейтом. Благодаря скиллу и бафам ПП, Мирами смог прославиться своими ППшными скорами. В начале 2020 года Мирами имел топ-скор на DMC в 3 мода на 900 ПП. Это историческая карта из 2014 года. Летом он смог подтянуть остальные аспекты игры, чтобы объединить их для получения сильных скоров и фарма реального ПП. 18 июня он ставит 1171 ПП скор на Моули Кай. И это только начало. Также он смог зафармить 330 BPM стрима карту,
а именно Rock Elimination. Ну а до этого он сделал легендарные FC в 3 мода на Ascension to Heaven. Важно понимать, что играть с комбинацией Double Time и Hard Rock невероятно сложно, потому что нужно вводить быстрые стримы с маленькими кружками, а также контролить их точность гораздо сложнее. Никто не может сравниться с мирами в High BPM в этой связке модов. Важно понимать, что мирами, как и множество других спидплееров еще до бафа, любил играть олдовые карты в Double Time, потому что на то время были другие критерии ранкинга мап. Именно в этих картах на низком старрейте было обильное количество лонг-стримов, что в нынешнем маппинге встречается довольно-таки редко. Мирами и дальше прогрессирует, ставя нереальные скоры, совмещая High BPM со спейсингом стримов. Яркий пример — это его пас на Сейтрекеде, карта, которая имеет 282 BPM и лонги с очень большим спейсингом. Также, помимо кучи других его скоров, он смог зафармить на 1000 pp короткую версию Сейтрекеда от Армина в 3 мода, фкшнуть 300 BPM стримы на карте Paradise Ghost, ну и сделать нереальный пас на карте Iosis, тем самым показав, насколько далеко продвинулись спидплееры относительно 2010 года. На данный момент нет игрока сильнее в точности прожима High BPM лонг стримов. Я даже могу сказать, что нет человека в ОСУ, который бы смог хотя бы немного приблизиться к его скорам на некоторых картах. К примеру, на таких как Wind God Girl. Или же на такой карте как Элис, которую он совсем недавно сыграл с чоуком под конец на 99,4% аккураси. И это я не говорю о его ранее упомянутых скоров по типу Rock Elimination и Ascension to Heaven в 3 мода. Ну, поживем, увидим. Возможно, такой игрок когда-нибудь да появится. В это же время земляк Мирами Рюк тоже не сидел без дела, а как раз занимался повышением своей скорости, чтобы играть крутые карты с даблтаймом. Ворвался он в это поле, поставив скор на Get This Right. И после этого его уже было не остановить. Он поставил долгожданное FC на популярной High BPM карте Goodbye и множество других скоров, а сейчас прорывается сквозь топ-10 в ОСУ не 1-2 джампиками, а High BPM картами. Oh my god! Oh my fucking god! Он, конечно, не пытается фигачить лонгстрим карты в 3 мода, но он обладает стабильностью, которая позволяет ему ставить элитные High BPM скоры. Прямо как Кукизи в свои времена. Перед тем, как стать нереальным жимером, он перепробовал огромное количество клавиатур, где-то больше 10, пока не нашел идеальную для себя, а также играл много ДНБ карт с даблтаймом. Он смог фкшнуть новую версию претендера на 866 pp, оформил 900 pp скор на Free Fall VIP. Также он поставил скор на довольно-таки старой карте BS Power Explosion на 866 pp. Ну а первым его 900 pp скором был вообще чоук 1000 pp скора, а именно на карте Kusou Реша, где в середине нужно было вжать довольно-таки много High BPM стримов с приличным таким спейсингом. Канада, конечно, молодец, но и России тоже есть чем похвастаться. Red Pixel
всегда отличался универсальными игровыми навыками, турнирной игрой и хорошей скоростью. Но в этом году он порадовал нас одними из самых требовательных к стамине и фингер-контролю скоров во всей игре. А именно FC на карте Over the Flood. А также троем такой карты, как The Anno Angels Here, которую он сыграл в даблтайме с 7 миссами. Некоторые игроки считают, что это лучший скор во всей игре. Под записью плея на канале Red Pixel отписались многие топ-игроки, а Мирами написал Best Speed Player. Red Pixel давно показывает себя в ОСУ, но у нас есть и подрастающее поколение. Подает надежды High BPM игрок Роблокса. Он держит топ-1 России на карте Those Who From The Heavens Game от Мазарина и поставил свой 700 pp скор на карте In A Night When, будучи еще 4 дигитом. Еще одним актуальным жимером является преемником Рафиса. Он тоже из Польши и зовут его Bartek 22830. Выстрелил он очень внезапно, а именно после провального для Польши ОВЦ 2018 года, где он был в составе еще будучи 4 дигитом. И за очень короткий промежуток времени, где-то за 1-2 недели, выформил огромное количество ПП и приблизился к двухзначному рангу. А сейчас занимает 34-ю позицию в мире. Ну и конечно же нельзя рассказать о High BPM, не упомянув Ваксея, который вывел игру на новый уровень во многих аспектах, как это когда-то сделал Кукизи в 2012 году. Среди его спидплеев наиболее запомнились это Cycle Hit с даблтаймом, World Sense с даблтаймом, Endgame с даблтаймом, а также 4 года назад именно он был топ-1 на карте Prometei Kings. Некоторые игроки любят ставить вопрос о возможности произвольному игроку научиться быстро жать. Мемом стал тезис о том, что Speed is Genetics. Якобы надо родиться с умением жать 200 BPM. Большинство опытных игроков пришли к мнению, что генетика может дать преимущество в любом аспекте игры. Но большой вклад может оказать развитие игрока в детстве и его интересы. Например, Мирами в свое время вибрировал в куки-кликере. Infamous с раннего детства играл в Guitar Hero, а Унка спидранил Соника. Впрочем, ничего удивительного, ведь успех Кукизи также можно объяснить тем, что его брат много играл в аркадные ритм-игры и приучил брата с детства, а соревновательный интерес достался ему от корейского Старкрафта. Скорее всего, вы не сможете стать лучшим в мире, просто захотев, но точно сможете довести скорость до уровня остальных ваших навыков, если уделите ей должное внимание. Многие думают, что для развития скорости нужно играть стрима-карты по несколько часов в день, постепенно увеличивая BPM. Это действительно помогает развивать стабильность жима и стамину, но это лишь один фактор. Итки рекомендует играть сложные карты на фингер-контроль, такие как Gory Shit, а Red Pixel утверждает, что импрувнуться ему помогли старые карты в R8 с даблтаймом. Поэтому, кроме Плеймора, другой совет, который всегда будет актуален. Найдите карту, которая у вас плохо получается, и играйте разные карты на тот навык, которого вам не хватает. Таким образом, вы станете разносторонним игроком. И помните про рутину на тренировочных картах, как рекомендует OMG Force. Прямое доказательство из реальной жизни, что стать жимером можно упорным трудом, это Lloyd Kun, игрок из Индонезии, который делает невероятные пасы, а зачастую бывает и единственные, на различных картах. В 2016 году он очень много играл карту Mad Machine, 2000 раз, судя по профилю, и смог научиться жать на своей ноутбучной клавиатуре. Он как Zestony, больше предпочитает играть очень высокий BPM, где-то больше 300. А еще он фкшнул Hidamari ноуту на 97 accuracy, при этом не используя даблтап. Сейчас очень интересно наблюдать, как жимеры соревнуются с лучшими аимерами за места в топе и покоряют новые вершины BPM. Мы надеемся, что эта историческая справка поможет вам по достоинству оценить вклад этих игроков в ритм-гейминг. К сожалению, мы не смогли включить всех игроков в это видео, но мы попытались упомянуть самых ярких представителей.
Действительно, культура жимеров так распространилась, что перечислить или даже знать всех ее членов невозможно. Это лишний раз доказывает, как актуален аспект скорости, даже в ритм-игре, в которой все построено вокруг аима. Если мы кого-то не упомянули, напишите о своем кумире в комментариях. Мне будет действительно интересно почитать ваши комментарии. Так мы поделимся друг с другом наследием спид игроков ВОСу.